Лектор, стоявший перед аудиторией, был уверенным в своей позиции. Он изучал философию, религию и науку всю свою жизнь, и в его речи часто звучали утверждения, что рай и загробная жизнь – всего лишь мифы, придуманные человечеством для утешения. В этот раз он решил развить свою мысль и более подробно изложить свою теорию о том, что представления о рае не имеют под собой никакой основы. Мол, нет ни одного научного доказательства существования жизни после смерти, а религиозные учения – это лишь продукт человеческого воображения, созданный для управления массами. «Мы живем в эпоху рационализма», – сказал лектор, усмехнувшись. «Люди уже не верят в сказки, они исследуют Вселенную с помощью науки. Идеи о рае – это пережитки прошлого, не имеющие никакой связи с реальностью». Слушатели внимательно наблюдали за ним, многие кивнули, соглашаясь с его мнением. Но среди студентов была одна девушка, мусульманка по вероисповеданию, которая сидела, не двигаясь, в углу аудитории. Ее имя было Амаль, и хотя она часто молчала, сегодня что-то в ее душе возгорелось. Когда лектор закончил, она подняла руку. Ее голос, хоть и тихий, но уверенный, пробился сквозь тишину аудитории. «Простите, но я бы хотела возразить», — сказала она, вставая. «Вы говорите, что рая нет, потому что его нельзя доказать с помощью науки. Но разве наука может ответить на все вопросы жизни? Как вы объясните, например, то, что многие люди испытывают необъяснимые чувства счастья и мира в моменты глубокой молитвы или в моменты предельной веры? Разве это не свидетельствует о существовании чего-то большего, чем просто материальный мир?» Лектор покачал головой, пытаясь найти контраргумент. «Но чувства, — начал он, — это всего лишь химические реакции в мозге. Это не доказательство существования некой сверхъестественной реальности». Амаль не сдавалась. «Может быть, для вас чувство — это химия, — сказала она, — но для верующих это не просто химия. Это связь с Богом, это опыт, который нельзя объяснить никакими законами науки. Я верю, что рай существует не только как обещание в религии, но и как неизмеримая духовная реальность, которую мы не можем понять в полной мере здесь, на земле. И, возможно, для тех, кто верит, рай существует не в пространстве, а в ощущении единства с высшей силой». Слушатели начали переглядываться, а лектор замолчал. Он не ожидал такого ответа. Его лицо изменилось, и он почувствовал, как его уверенность начинает расшатываться. Он мог бы продолжить спор, оперируя научными фактами, но вдруг понял, что есть вещи, которые не поддаются объяснению. Амаль добавила: «Может быть, для вас рай — это миф, но для меня и миллионов других людей вера в него — это не только утешение, но и руководство к жизни. И если вы когда-нибудь почувствуете это, возможно, вы тоже начнете смотреть на мир немного иначе». В аудитории повисла тишина. Лектор вздохнул и, поняв, что не может ответить на эти слова, просто молча кивнул. Амаль вернулась на свое место, а лекция продолжилась. Но в этот момент для многих стало ясно, что иногда самые важные истины не поддаются рациональному объяснению и не зависят от того, что можно измерить и доказать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.